атмосфера в Казахстане была очень душной. Кислорода становилось меньше, надежды было мало. Но очень чувствительно вы как гражданин переживали. Сердце кровью обливалось. Конечно, это же наши казахи стреляют в казахов. Кажется, как будто что-то не так было с этим всем. И сейчас вот идет какой-то разбор полетов. Я не говорю тендермены, я не говорю те, кто там, да, там Вась-Вась с властью что-то там с ней делит. Все бегают и пытаются там каких-то бедных людей обложить кредитами, да, и мы получаем финансовое рабство. Честно говоря, позор экономики. Как здесь не зарывать голову в песок вообще? Как здесь увидеть позитив? Через 30 лет, да, буду я жив, не буду, не знаю. Но у меня не должно быть той грусти. Посмотреть назад и там как, да, стало, блин, не смогли, не сделали там. Привет, YouTube, с вами Forbes Казахстан. Меня зовут Батырхан Тугайбаев, и вы в нашей рубрике Forbes Q&A. Сегодня у нас в гостях бизнесмен, с которым мы уже общались 2 года назад, мажоритарный акционер международной компании Кусто Групп и с недавних пор победитель номинации «Предприниматель года» по версии E&Y. Речь идет об Еркине Тач. Сегодня мы поговорим о том, как он успешно строит свой бизнес в разных странах, поговорим об образовании, ну и приятного просмотра. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Мы начинаем. Приветствую вас, Еркин. Почти больше 2 лет прошло, как мы снова с вами встретились. Вы открывали наш запуск на YouTube. Ну, в первую очередь хочу поздравить вас с победой в премии «Предприниматель года» от компании Ernst Young. And the Oscar goes to Еркин Тачев. Это известная международная премия. Скоро вы полетите в Монако. Вообще, какие ощущения от победы этой в премии? И как вы вообще смотрите на участие в подобных конкурсах? Спасибо большое. Ну, очень приятно, так, личностно. То есть я не скажу, что уже возраст, видимо, уже как-то опыт. Ты многие вещи, конечно, сейчас спокойнее воспринимаешь, но очень приятно. И это самое важное, что это такая была, то есть для моей команды Кусто, вот для тех всех ребят, там и много молодых есть, и заслуженные ветераны. Мы прошли большой путь. Это очень всем приятно разделить такую радость, знаете. Все вчера, сегодня, все мы радуемся, пишем друг другу сообщения, звоним. Поэтому вот эта вот радость, ну, семейная радость была большая. То есть поэтому вот, дети обрадовались, знаете, очень хорошо там. Ну, то есть, и вот была такая хорошая реакция от многих друзей, от многих коллег, партнеров за границей. И такая одна из таких вещей, которая меня самого порадовала, то, что все говорят deserved, well deserved, там, на русском заслуженно, то есть очень приятно. То есть, значит, действительно это пришло, то, что должно было прийти, и, наверное, не потому, что должно, а потому что, ну, мы не работаем ради премий, но то, что вот Ernst Young вот сделали такую премию, это правильно, все равно. Мы же люди из бизнеса, мы привыкли решать сложные задачи, Да. в основном, ну, как бы сами себя мотивировать, сами себя вдохновлять, искать вдохновление в своих делах. Но когда вот так со стороны общества, бизнес-сообщества, экспертного сообщества какое-то есть признание, это, конечно, очень хорошо. Я думаю, что это очень важная вещь на самых разных уровнях это делать, потому что, ну, это дает вдохновение. Наверное, приятно, когда не все оценивается выручкой, финансовыми показателями. Ну, конечно. Я уже давно от этого отошел, я как-то об этом говорил, да, для меня финансовые показатели там не являются мерилом личного или корпоративного успеха. Для меня важны те ценности, которые ты, чем живешь и что ты создаешь. Подобные конкурсы что-то значат для среднего, для крупного бизнеса, имея в виду вот такие вот премии, в том числе, которые делает Ernst Young, которые мы делаем в Forbes Казахстан. Это важно вообще? Я думаю, что это очень важно. Я думаю, очень важно видеть в своей стране, в своем обществе, да, тех невидимых героев, кто каждый день берет риски, делает тяжелую работу, старается, создает рабочие места, старается создавать новые продукты, новые сервисы. Да. И, конечно, мы это делаем, потому что мы любим. Мы любим, мы предприниматели по крови, по духу, но все равно приятно вот эта вещь. И вчера я видел это, и в эти дни людям волновались, хотели выиграть, хотят участвовать в следующем году. Это отлично, надо делать. Очень важно давать людям
такое некое общественное признание и там жать руку, да, там, дать им вот 15 минут славы, это очень важно. Вы говорите, многие сказали вам лично вчера, что well deserved, вполне совершенно точно заслуженно. Вы для себя вот за прошедшее время, условно год-два, в чем эти заслуги видите основные? Ну, наверное, у меня заслуги это накоплены, да, то есть я больше 20 лет в бизнесе, там много мы, я думаю, прошли, много сделали, много хорошего, но много и ошибок в том числе, конечно, это наш путь. Поэтому это некий накопленный итог. Я думаю, что в этом плане, наверное, жюри и вот те эксперты, кто оценивал, они так посмотрели несколько больше, чем в 2021 год. Так сказать, что там в 2021 году мы что-то сделали там экстраординарное, не могу сказать. Мы каждый год что-то делаем, стараемся, чтобы каждый год был не похож на другой, каждый год делать проекты, несмотря на то, что вот особенно вот до вот этого трагичного января атмосфера в Казахстане была очень душной. Вот такое есть слово «душно». Да, То есть, и она реально была. То есть мало кислорода становилось меньше, надежды было мало, да, то есть смеха стало меньше. Как-то вот все это так покрылось некой паутиной серости и такой душности. Но сейчас стало гораздо, я вот встретился с ребятами, вот когда мы общаемся, вот съезд Атамекен провели, Раймбек пришел, да, во главу, то есть тоже близкий, хороший друг и настоящий профессионал, предприниматель. Я уверен, что вот ту новую трансформацию, о которой говорил премьер и которую мы предлагали, это все-таки вот это вот понятное, прозрачное взаимодействие, где мы покажем, что вот наши предложения, и мы несем за них ответственность, подписываем за них. Но и министр или госорган, который принимает эти предложения, и либо отказывает в этих предложениях, да, он тоже должен нести эту ответственность. Вот эти вот знаки, они очень так дают и надежду, и какой-то кислород пришел, знаете, как-то легче стало. Это Хотя, не только к вам. хотя события очень сложные, да, но в целом вот я вижу, что в глазах даже у многих, когда вот уже потухший огонь, какая-то такая разочарованность, апатия, это сейчас меняется на вдохновение, на то, что люди хотят изменений, они проявляют себя. И те даже вчера ребята, которые были абсолютно апатичны, да, там уже устали, там не хотели делать бизнес, а уже сейчас уже по-другому все делают, смотрят, ищут, разговаривают. Это очень радует, это очень радует. Есть так, появилась такая не безразличие, не усталость, а вот наоборот, знаете, вот причастность, все хотят быть причастными. Мы вот с близкими коллегами, активистами и бизнесменами, там много разных экспертов вот основали фонд «Кантар», Центр правовой помощи, вот больше 50 кейсов сейчас ведем по защите тех невинно пострадавших жертв января. Я вот вижу, как люди хотят чем-то помочь, там, делом, словом, где-то деньгами. То есть такая вот причастность очень радует. Но вот это вот, скажем так, восстановление и моральное, и структурное, оно уже не за горами. Вы верите, что в ближайшее время все совершенно в другую сторону развернется? Однозначно верю, знаю, что это тренд мировой, да, то есть в любом случае общество становится лучше, открытий, да, там, причастней, не безразличней. Это такой мировой тренд, да, там, экологичнее, да, вот, с точки зрения не только экологии, а как человеческого отношения друг к другу, так и Казахстан. Я думаю, что мы прошли за 30 лет большой путь. И вот мне самому было грустно 16 декабря, когда я посмотрел. И мне не понравилось, как выглядит страна от 16 декабря, чего мы прошли. Да? Вот то есть какие-то достижения, но в целом картина была, я был грустен. И вот, но одна вещь, которой вот Казахстан может гордиться на самом деле, за 30 лет сложилось бизнес-сообщество, на самом деле. Есть отличные предприниматели, есть компетентные эксперты, есть профессиональные руководители, есть профессиональные менеджеры. Да? То есть это та компетенция, ее невозможно оценить в деньгах. Это люди. Вот есть, которые прошли этот путь предпринимательства, экспертности, обучились, каждый день тренировались, работают до сих пор. Да? То есть, и это фантастическая, я вот сразу скажу, что это вот недооцененная сила Казахстана. Она есть, не надо смотреть на все худшие стороны. Вот в бизнесе есть много отличных и ребят, и девчонок, которые работают, экспертов, да, которые знают, делают. И я вот вижу, что они готовы много изменить. И зная это, я очень хорошо смотрю на будущее Казахстана, видя нашу молодежь в том числе, да, кто старается, такая не безразличная. То есть вот это очень важно. Вот если у нас люди есть, все остальное мы сделаем. Но очень чувствительно вы как гражданин переживали вообще. Ужасно, да, конечно. Это сердце кровью обливалось. Конечно, это же наши казахи стреляют в казахов, там, громят, и, там, мародерствуют. Это ужасно, это не наша культура. Мы никогда не были такими.
и, надеюсь, больше не будем. То есть мы все равно другая нация. Да? Мы воинская нация, но мы не мародеры, мы не убийцы. То есть в этом плане это совсем не наша культура. Но мы поменялись и морально, и по содержанию в целом, как люди, взгляды другие более стали. А если говорить про Кусто Групп, про бизнес ваш, вы как мажоритарный акционер, сейчас чувствуете новый импульс для компании, поскольку вы присутствуете по всему земному шару? Это большая ответственность вести из Казахстана международный бизнес. Может быть, более стали, скажем так, приземленнее в Казахстане здесь чувствовать, развивать здесь, хотите больше бизнес. Как вообще поменялись взгляды на бизнес? Не могу сказать, что поменялись как-то на бизнес, да, то есть мы всегда за эффективность, мы всегда за такой фан, да, чтобы было интересно, мы всегда за ценности, мы хотим что-то созидать, делать. И в этом плане, там, если на международном уровне у нас какие-то интересные идеи, ребята работают в своих странах, да, что-то делают, я говорю, ребят, делайте. То есть там возникают новые проекты, новые идеи, какие-то новые компании. В этом плане я открыт. Конечно, для меня сейчас, я вот больше как такого предпринимателя, гражданина Казахстана, конечно, очень важен Казахстан. Мне очень важно вот мои проекты вот в агроиндустрии, которые мы хотим вместе сделать, Кусто, международные партнеры, правительство. И в целом мне очень важно, вот, чтобы вот через 30 лет, да, буду я жив, не буду, не знаю, но у меня не должно быть той грусти, чтобы посмотреть назад и там как, да, стало, блин, не смогли, не сделали там. Такого не должно быть. То есть надо постараться. В целом, если про бизнес элиты говорить, да, про авангард казахстанского бизнеса, за прошедшие 30 лет независимости качественный скачок произошел в плане инновационных идей, в плане устойчивых бизнес-моделей, в целом в плане фрешманов вот этих вот. Действительно ли сейчас авангард казахстанского бизнеса вполне себе конкурентоспособен на фоне хотя бы стран СНГ? Безусловно. Не только на фоне. Я же представитель тоже казахского бизнеса. И мы работаем в разных странах, и в продвинутых, таких как Израиль, или многочисленных, где много бизнеса, как Вьетнам, 100-миллионная страна, Украина, Канада. Очень активная страна. Канада больше у нас научные проекты такие, мы используем их науку и силу экспертизы, как такого не скажу, что там большой бизнес. Но я говорю, что мы, безусловно, успешны. Те, кто вот работает как предприниматель, да, я не говорю тендермены, я не говорю те, кто там, да, там вась-вась с властью, что-то там с ней делит, да, то есть это мы их не... Честно говоря, даже внутренне к ним относимся не как к предпринимателям. То есть, да, это просто какое-то там веяние времени, там, временное, да, там, сегодня есть, завтра нет. Я говорю о тех, кто действительно выбрал путь предпринимателя, живет этим компаниями, живет экспертизой, старается каждый день над продуктом работать, да, проходит весь этот процесс снизу доверху, очень много. И при том это не важно размер бизнеса. Я там вхожу вот как ментор старший в AQ Club, там много небольших компаний, да, бизнесменов, предпринимателей. Я вижу, как они стараются работать над собой, работать над своим бизнесом, обучаться, применять лучшие практики, да, то есть не стесняются брать эти практики от крупных компаний, там, мировых компаний, от казахских компаний. То есть это отлично. Вот это, я говорю, это очень важный элемент. А как часто вы пытаетесь влиять на свое окружение, если мы говорим про корифеев бизнеса, как часто вы говорите, мол, давайте, делайте, стройте успешный бизнес там, но зарабатывайте в валюте и оставляйте эти деньги в нашей экономике? Ну, я не то, что не могу сказать, видите, я же не могу указывать людям. Ну, по крайней мере, советовать. Нет, я больше склонен, вот как отец там, детей, да, я больше верю в ролевые модели. Ты показываешь, как жить, тебе не нужно рассказывать, убеждать там за советскую власть, агитировать, да, показывай, как ты живешь, как тренируешься, как работаешь. И это уже хороший пример, да, для тех, кто вот с тобой, окружение, там, друзья, товарищи, да, там, коллеги, общество. Думаю, что время пришло настоящих ролевых моделей. Я вот верю, что бизнес может произвести очень много. В бизнесе, в предпринимательстве есть очень много хороших ролевых моделей. И как предприниматели, и как управленцы, но и как граждане, и как нравственные модели, и как там матери, отцы, да, то есть в этом плане я вот думаю, что и Forbes, и вот такие вот премии, да, как Эрнст и Янг, вот предприниматель года, и вот в целом общественность должна больше знать вот героев своего времени из бизнеса, да, из предпринимательства. Это хорошие ролевые модели. Потому что часто бывают негативные ролевые модели, я не буду о них говорить, да, их там видно, их слышно, там, ну, я говорю, смотрите на хорошие, и этим путем учиться. И этим путем но у нас при этом есть как бы встречное обязательство, да, то есть, да. Когда я знаю, что я ролевая модель, когда я знаю, что я отец, и на меня смотрят мои дети,
ты ведешь себя по-другому, дышишь по-другому, думаешь по-другому, говоришь по-другому. Это вот ответственность, которую ты должен транслировать миру. Социальная, в первую очередь. Социальная в том числе, нравственная, моральная. Чтобы вот таких успешных, добрых и светлых кейсов было больше в бизнесе, когда появляются self-made, наверное, можно поговорить про стимулирование вот этого вот в народе, в людях, желания идти в предпринимательство. Долгое время в Казахстане вот этим стимулированием, казалось бы, занимались только институты развития, вроде бы Атамикен, Даму, Байтерек. Кажется, как будто что-то не так было с этим всем. И сейчас вот идет какой-то разбор полетов. Вы сейчас Новый Казахстан видите каким в этом плане? Как стимулировать нормальных, хороших бизнесменов идти действительно и пытаться делать собственный продукт? Ну, в первую очередь, правила игры должны быть честными, прозрачными, открытыми. Да? То есть не должно быть, что там, не знаю, городские тендеры только для своих тендерменов. Да? То есть это открытый бизнес, это все должно быть открыто, прозрачно, доступно. Неважно, ты там бизнесмен из аула или из города, да, и не важна твоя фамилия или род, или там вид деятельности, да, то есть это очень важно. Вот это для бизнеса всегда важны честные, простые, открытые правила игры. Нужна минимум регуляций, да, то есть ты не должен, чтобы что-то сделать от магазина до крупного бизнеса, не должно быть, что ты там по 2-3 года собирал бумаги, да, там убеждал бюрократов, чиновников, что это важно, да, там какие-то получал согласования бесконечные, да, экспертизы. Ну это вообще какой-то, ну, честно, поверьте, там я много чего делаю, там у нас, говорю, компас вот на Восточной-Обводной открывали, вот большая, да, там напротив школы, 105 подписей. Ну вот вы представьте, это что? Я там атомную станцию строю. Не сравнить, да? Да, не, ну атомную станцию строишь, 105 подписей, это что такое? Включая службу охраны президента. Ну это вообще какой-то, я говорю, детский сад. Вот честно, вот, и вы говорите, надо делать бизнес, да? И я все равно не вижу, госстимулирование это неплохо, да, то есть на самом деле вот одна из таких более-менее программ, это вот когда в Дому была то, что они субсидируют процентную ставку, да, в тенге, потому что те предприниматели, у которых нет валютной выручки, чтобы не брать валютный риск, да, им нужно тенговое финансирование. А оно очень дорогое, да, у нас внутренняя ставка 10 годовых, там, понятно, что там с учетом рисков им там продают кредиты по 15-20 годовых, ну, очень сложно строить бизнес под эти ставки. И там идет субсидирование, это вот такая, я бы считал, такая хорошая программа. Там есть свои, там, конечно, тоже та бюрократия еще существует. Но в целом, на самом деле, вот одна из, вот мне очень обидно, да, вот у меня старший брат был один из первых банкиров Казахстана, вот оба брата, и банковская отрасль перестала играть роль драйвера. Потому что всегда банкир был твой близкий друг, а не наоборот, да, и он стимулировал развитие и рост клиентов, да, то есть это очень странно сейчас, что у нас, допустим, все бегают и пытаются там каких-то бедных людей обложить кредитами, да, и мы получаем финансовое рабство. Вместо того, чтобы ходить за предпринимателями, убеждать открывать бизнес, финансировать бизнес. Корпоративное финансирование, то, что называется, да, оно должно быть самым главным в стране и в банковском бизнесе. То, что сейчас ритейл-портфель, то, что кредитов у людей стал больше, чем корпоративный, это вообще, ну, честно говоря, позор экономики. То есть всегда было, что 80% всех портфелей в нормальных странах развитых — это корпоративный бизнес. И 20% это, да, там ипотека есть, там есть какие-то неотложные, да, но это небольшие суммы, это так. Люди должны зарабатывать деньги и за счет трудовых доходов жить, да, то есть, да, какие-то большие, там, ну, там, квартиру купить, там, на 20 лет, да, эти вещи, все остальное ты зарабатываешь. А у нас от бедности сделали бизнес теперь, да, на том, что люди просто там на каждодневную жизнь берут кредиты под 50-100 годовых. И что происходит? Вот вчера был же случай, там, я прочитал в Тенгри Ньюс, то, что там убили мать 7 детей, да, за кредит, который она попросила кого-то взять. Но это же ужасная история. Это вообще фантастически. Это происходит в 21 веке. Знаешь, ну, что это за ростовщичество, да, что это? Ну, это вообще и против религии, это еще против какого-то такого нравственного подхода. И с этим надо бороться. То есть банковский бизнес должен вернуться в нормальное корпоративное русло, да, выращивать предпринимателей от малого до крупных. Все вот, если сейчас возьмете вот те, кто даже выиграл «Интерпренер года», да, или там вот все первые поколения предпринимателей, спросите их, они все выросли с помощью казахской банковской системы. Первых вот этих предпринимателей-банкиров. Да. И сейчас они успешно делают другой бизнес, да, поддерживают других. Это очень важно, поэтому сила банковской системы, надо надеяться не на государственные программы стимулирования, а все равно
на бизнес, да, то есть на поддержку. И у нас достаточно инструментов там, достаточно денег, да, то есть там какая-то, прочитал ликвидность банковской системы, сейчас там 12-15 триллионов. Это бешеные деньги. То есть они могли бы работать. Они сидеть, экономику. да, они сидят просто на счетах или там в каких-то бумагах. Но это очень смешно. Как здесь не зарывать голову в песок вообще? Как здесь увидеть позитив? Потому что кажется, что реформы — это не про быстрые какие-то результаты. Банковская реформа всегда реформируется медленно, долго. Нет, это может быть очень быстро. Это на самом деле. И банкиры должны вспомнить, они всегда были тоже предпринимателями. Это тоже предприниматели. И они должны так относиться. Не стать... Сейчас банкиры превратились в рисковиков. Это очень странно. Рисками можно управлять. Надо быть предпринимателем. Я бы хотел в этом плане, чтобы вернулись к своей исконной профессии. Да? То есть поддерживать, финансировать бизнес, рождать новые бизнесы, новые рабочие места, да? То есть стимулировать это все. То есть... Достаточно книги «Почему одни страны богатые, другие бедные» прочитать, чтобы понять, что банковские системы в здоровых странах действительно драйвер роста для талантливых и молодых, для тех, у кого нет денег, но Финансовый есть... рынок, да, это все. Иначе это, да, надо делать свою работу. Когда кровеносная система перестает быть кровеносной системой, да, а работает не знаю на что, ну, понятно, организм начинает умирать. И здесь плавно, наверное, переходит эта тема не сколько даже в финансы, а скорее уже теперь в образование, про доступ к знаниям, которые сейчас в Казахстане есть, про то, какие реформы в образовании должны случиться, чтобы будущие поколения могли те реформы, о которых мы говорим, провести более качественно, без оглядки на прошлый опыт. Сейчас курс, который стремится в сторону, скажем так, производства компетентных кадров технического толка, он правильный, на ваш взгляд? То, что сейчас происходит в мире, вот эта революция, да, технологическая, там, четвертая, да, направо, четвертая, сказали, ну, там, четвертая, 4.0, в общем, революция происходит, некая технологическая. Я бы все равно, вот то, что там сейчас техническое, это как-то было в третьей, да, когда вот там индустриализация, да, сейчас все равно нельзя очень однозначно сказать. То есть есть масса исследований, которые говорят, да, что очевидных там hard skills нету, да, которые вот Да. я это буду иметь и все это здесь. Но очень важный элемент — это soft skills. Я вот считаю, что система образования должна настроена на soft skills. Это креативное мышление, это критическое мышление, это коммуникация, умение коммуницировать, да? Это умение работать в командах, это умение создавать на базе знаний новые знания, новые продукты, это умение коллаборации, проводить коллаборации, то есть умение смотреть на разные формы знаний и уметь их соединять. То есть на самом деле вот эти soft skills в системе, вот такие ребята, такие девчонки не пропадут. То есть они на базе того, что есть, всегда будут что-то созидать, находить решения, да. Потому что они встроены в социум. Да, а там какой у него будет идея, там кто-то более там любит техническое, там с инженерной, кто-то более любит креативное, с творческим подходом, кто-то еще. Это на самом деле выбор человека, да. То есть я бы не сказал, что все должны завтра стать инженерами, или завтра стать все айтишниками, или завтра стать все художниками. Нет, не так. Ну, то все равно есть у человека какие-то склонности, что-то он любит больше, что-то меньше, или наоборот, он развит в разных формах. Но самое важное, я считаю, soft skills. Мгм. Но если бы вы делали эти реформы, то вы бы не делали так грубо, то есть так не рубили с плеча, мол, сегодня 30 лет мы готовили гуманитариев, теперь надо готовить технарей. Нет, Это- здесь о любом качестве. Я говорю, что вот просто качественных специалистов надо. Неважно, что ты возьмешь, да, от журналистики до строительства, да, то есть реально проблема с качественными специалистами, реально проблема с мастерами, да, реальная проблема, кто умеет что-то делать. То есть там на видеокамеру снять хорошо, да, то есть вот, взять правильное интервью или положить хорошую стенку. На самом деле у нас есть сейчас нехватка качественного профессионального отношения и к работе, и этих скиллсов не хватает. Поэтому нужно больше профессионализироваться на всех уровнях. И, конечно, основа закладывается в школе, основа и hard, и soft skills, оно закладывается. То есть, и я здесь не вижу, что там что-то происходит сейчас, да, рубят. Вопрос в том, что система образования требует серьезного отношения. Я в ней долго нахожусь, вот, да, из-за того, что и школу строили, из-за того, что я Да, много хотел лет в совете попечителей Алмаю университета, и сейчас в Казгу меня пригласили, в Казну, независимым директором. Поэтому то, что я там вижу, мне пока не нравится. То, что я вижу, как развивается система образования, честно говоря, к ней очень большие вопросы. Вот есть казахское выражение, что «джирмада мы болмаса болмайт», да, то есть Да, вот казахи так если- говорили, что... То есть очень важно, вот, когда человек учится, вот его мозг находится в состоянии такой гибкости, да, открытости и желания учиться, ну, как любой ребенок, надо в это время его кормить.
кормить ребенка после 20 лет, когда он уже не может вырасти, ну, какой смысл? Вы хотите красивую, высокую девушку, парня с такими плечами, да, там 1,80 м, 1,90 м, ну, кормить надо вовремя, когда он растет. Так и знания надо, и вот обучать его нужно в то время, когда ему вот, он требует этого, да, а это вот приблизительно возраст до 20 лет, вот, как раз включает в себе школьное и институтское образование, да, то есть вот этот очень важный этап в жизни каждого человека, очень важно их нагрузить. И физически, умственно, нравственно, да, вот, дать им возможность этот хлеб поесть с мясом, с этим всем, чтобы они наполнились. И потом он уже после 20 лет, Ориентиры. да, он уже знает, это потому что это уже взрослый человек, который готов создавать семью, строить страну, строить свою жизнь, да, там, стать профессионалом. Поэтому очень важно вот этот элемент, и, конечно, нам надо будет заняться образованием. И это большая задача и правительства, но это и мы, я как вот предприниматель, себя не снимаю. Да? Вот то, что Хай-Тек Академия, это ролевая модель тоже. Ролевая модель, какая может быть школа в Казахстане. И это не надо ехать в Калифорнию или Финляндию или да, там, на Марс. Вот она здесь, в Алмате. Приезжайте, учитесь, смотрите. То есть мы готовы делиться методиками, отношением, да? То есть вот всеми находками, которые мы там находим, системами. И это вот для этого и было сделано. Да? Также вот работа в университетах, вот почему я трачу личное время, да? Это все это общественная нагрузка, и которая да, иногда больше времени отнимает, чем то есть бизнес. И я как бы этому рад, и потому что я знаю, что надо это менять, и это вот в наших руках. А вот вы говорили, когда ходили по университетам, школам, вам что-то не понравилось. Что именно вам не понравилось, если коротко? Ну вот говорю, вот это вот ощущение душности, да, в школах. То есть дети несчастливы. Вот если брать такие общие школы, системы образования, детей нет ощущения well-being, да, такого, где он психологически безопасен, да, он физически безопасен, у него есть интерес, то есть, да, к учебе, то есть, да, то есть о нем не думают в школах. Вот система не student-centric. То есть, понимаете, он, да, хотя он основной стейкхолдер школы, да, создан для детей, но он там не главная фигура, о нем не думают. То есть, да, то есть думают о чем угодно, там, да, об оценках, об книжках, там, как бы, ну, а на самом деле главное и в университете, и в школе это студент, да, это ученик, ребенок, да, и вот надо фокусировать внимание на нем. И вот мы в нашей школе, у нас есть такая, как мантра, как мото, то, что вот когда вот это по обращению к учителям, не важно, как вы учите, важно, как ребенок, чему ребенок научился. Вот так учитель должен думать. То есть, чему ребенок, что он взял с моего урока, что он взял с моего предмета, что он взял, да, почему не берет, почему нет интереса. Вот это очень важный фокус. То есть, если у нас дети будут в школах, в университетах счастливы, если им будет интересно, если они вот, общаясь, встречаясь друг с другом, радуются, вот это вот важно создать атмосферу такой свободы, братства, интереса к учебе, желания творить. Вот такого. И если это создается, все дальше, там все начинает расти. Знаете, он как бы чем занимается, где, в библиотеках, там, чем кто увлечен, это их дело. Вот важно создать эту правильную атмосферу, дать возможности, ресурсы, да, которые есть в стране, дать возможность. Хочешь этим заниматься, пожалуйста. Хочешь читать, пожалуйста. Хочешь программировать, пожалуйста. Хочешь роботов собирать, вот. Хочешь там футбол гонять, вот площадка футбольная, да, погоняй с друзьями, поиграй. Это очень важно создавать. И это есть, это не так, чтобы этого нет. Да? Вопрос правильного фокуса и правильное распределение ресурсов. Вы в бизнес-среде чувствуете вот этот восходящий тренд быть частью строительства школ новых, присутствовать в членах попечительских, в советах попечительских, строить новые школы, инвестировать, вкладывать. То есть сейчас бизнесмены больше склонны к тому, чтобы действительно развивать человеческий капитал в стране? Или пока еще мы вот... Нет, в целом тренд есть. Тренд есть. Я со многими говорю, многие хотят, кто-то делает, да, кто-то что-то, все... И пандемия хорошо это показала, да, что нельзя убежать от болезни, да, то есть лечиться надо в своей стране. Также мы не можем вечно учиться за границей, да, то есть с детства надо учить детей в своей стране. То есть и в университетах надо вкладывать в своей стране, да, то есть вот это все мы должны иметь competence on place, да, вот компетенцию здесь, потому что вокруг университета, вокруг школ развиваются целые экосистемы, да. Если ты не развиваешь собственные университеты, завтра, когда мы ищем какого-то эксперта в области химии, там еще что-то, да, хочешь посоветоваться, вообще как это, технологии, братам жёг, кому звонить?
Понимаете? То есть в Израиле у нас вообще проблем не возникает. Там какая-то проблема, Технион, университет звонишь, или университет Иерусалимский, там всегда есть профессор какой-то, лаборант, это. Они обязательно в своей лаборатории уже чем-то занимаются. Ты им звонишь, они говорят, приезжай, мы тебе покажем. Все, через 2 часа ты получил как минимум, да, либо какой-то хороший совет, либо даже какое-то решение. У нас этого нет. Почему? Ну, потому что эта компетенция не развивается. И мотивации здоровой нет. То есть, да, и вот поэтому мы должны иметь... И у нас очень, я говорю, очень талантливый народ в Казахстане. Очень, реально, на всех уровнях. Мы можем это созидать. Это может и есть в стране. Просто этому надо дать другой импульс. Надо дать возможность, я говорю, больше кислорода, больше ресурсов, больше отношения, больше фокуса. Но не будут ли бизнесмены сейчас, учитывая нынешнюю конъюнктуру, более скованы, чтобы вообще делать что-то, где-то в СМИ освещать? Потому что кажется, как будто после вот там, историй, которые были в январе, да, бизнесмены как-то стесняются быть бизнесменами. Ну, вот, по крайней мере, речь о крупных. Я не думаю, что. Почему? Если ты честный предприниматель, как можно стесняться? Это как честный врач, честный учитель. Это честная профессия. Как можно быть стесняться? Все, что вокруг нас, включая, не знаю, этот офис, да, там, это Forbes, да, это бизнес. Это все, что создается, что-то приносит ценность в мир, да, там, хлеб, который на улице печется, да, кофе, который мы пьем, там, я не знаю, да, электричество, которое идет. Это все бизнес, это все кто-то должен созидать, думать, команды людей работать, экспертов, да, специалистов. Поэтому я не думаю, нету такого. Честные бизнесмены всегда гордятся собой. Если ты какой-то кривой, там, да, привык там в коридорах решать, это твои проблемы, и тебе стыдно глазам людям смотреть, ну хорошо, хоть стыд есть. Тебе, если стыдно. Есть куча бессовестных, ходят, да, там, как бы там пилят деньги и еще там считают себя бизнесменами. Вот это вот ужасная ситуация. А в целом, если ты честный бизнес, какие проблемы? Вы упомянули тему well-being. Но в международных компаниях это распространенная практика заботиться об устойчивом развитии, об инвестициях в человеческий капитал, об экологии в том числе. Кажется, как будто казахстанские компании сейчас на уровне отчетности это все соблюдают. То есть в годовых отчетах это важный пункт, да, они это соблюдают, но вот в целом как идеологии, как идеи пока не наблюдается. Вот вы как думаете, так ли это? Нет. Думаю, что в целом все равно эти тренды приходят, они есть. И те, кто, я говорю, те, кто продвинутые, да, те, кто думающие, такие глубокие ребята, девушки о бизнесе, они все достаточно очень такие экологичные, да, пытаются создать и в компаниях атмосферу правильную, да, то есть, потому что на самом деле, если человек приходит на работу и ему там токсично, атмосфера, да, то есть, ну, какой результат? Ну, нету результата, да, то есть зачем он приходит на работу, зачем вы все собрались, если обстановка некомфортная. И наоборот, если ты просыпаешься, с удовольствием встречаешь своих коллег, вы садитесь, и у вас, да, неважно, какой сложности задачи, но вам вместе интересно, и вы решите, конечно. Поэтому я считаю, что сейчас понятие корпоративной культуры выросло, то есть люди думают об этом, как создать, как вот эту командность, как хороший дух, хорошую атмосферу создать. И, конечно, вот сейчас ESG есть, да, это дело, это как бы есть. Для нас вообще ESG это, я бы вот сказал, что мы же все равно наследники социализма. То есть я ESG занимался и 20 лет назад, когда у нас ни денег не было, ни таких понятий, да, там, социальная ответственность. Мы этим всю жизнь занимались, да, там, не бросали садики там, в городах, не бросали людей в школах, да, там, еще что-то там строили. На самом деле для нас это, мы же постсоциалистическая, для нас очень быть частью общества, это наоборот нормально. Да. Западная система, она исторически был капитализм такой, да, там, делайте бизнес и не волнуйтесь ни о чем, да, то есть как бы так. Они так росли. Потом они тоже как бы расширили понятия. Да, там. Поэтому в этом плане для Казахстана быть таким социально ориентированным, это вообще как бы это часть нашей крови, да, ДНК. Поэтому здесь не нужно это учить, тем более мы выросли на родовых понятиях, да, там, помогать родственникам, тем, всем, близким, друзьям. Поэтому для нас это очень такая близкое понятие, да, социальная ответственность. Да, идет? Это в пользу, и это не надо забывать, это наша ДНК живет. То есть социальная ответственность, да, за свой род, там, за свой аул, там, за свой город, она есть. Поэтому вот мне чуть было обидно, что вот мы как-то, вот сейчас я говорю от жителей Алматы, как сам, как многолетний житель, что как-то там, неважно, кто пришел и хозяйничал у нас в городе, да, то есть 2 миллионам, где там из них 1 миллион мужиков, да, там, с крепкими руками и ногами, там, ну, там, 500 тысяч будет, да, там, пусть будет, и мы даем позволять в городе там кому-то это, да, там, мародерствовать. Но это, честно говоря, такой серьезный, такой ментальный момент, который я даже с ребятами обсуждаю, говорю, ребят, такого допускать нельзя. Мы должны научиться сами защищаться, что бы ни получилось, потому что страна маленькая, здесь не напасешься ни армии, ни полиции. То есть в этом плане люди должны уметь защищать свои территории сами.
На церемонии награждения, когда вы получили первую номинацию за международное присутствие, номинацию «Международное присутствие», мне понравилась интересная вещь. Вы назвали Кусто Групп в целом братством и сестринством. А это как раз про, наверное, человеческий капитал, про отношения в коллективе. Вы как строите команду? Как замотивировать так, чтобы она не распадалась, даже вот в такие вот критические моменты, которые иногда случаются в Казахстане? Как сделать такую вот добрую атмосферу, где все нацелены на эффективность, на рост? Ну, важна общность целей, да, то есть когда люди видят, что они делают это ради тебя или ради кого-то, они делают ради всех, и цель должна быть такая. Это не какой-то заработок, да, там, попытка там, market share сделать. Я не понимаю таких целей. Я понимаю цели, когда мы что-то делаем хорошее, строим, создаем рабочие места, какие-то фабрики, какие-то трансформируем отрасли или еще что-то, да, приносим новые продукты. Очень важно это, очень важна мораль компании. То, что семейная мораль, да, такая вот честность, отношения, да, уважение. То есть вот эти ценности очень важны, что, то есть люди, то есть я это всегда говорю, что хороший человек — это профессия. Надо привлекать хороших людей, да, хорошей обстановкой, отношением друг к другу. То есть, да, сложности будут, да, у нас масса проблем, да, у нас там бесконечный процесс. Но это и есть бизнес. Бизнес — это постоянное решение проблем. Ты не так, что у тебя нет проблем, тогда в чем бизнес, да? В чем работа тогда? То есть ты каждый день что-то, когда у тебя что-то происходит, ты начинаешь что-то с этим делать, да, там, улучшать. Поэтому, но вот должна быть очень важная общность ценностей, должна быть в компании очень хорошая мораль, такое, что вы делаете важное дело, что вы делаете его вместе, и просто уважение друг к другу. Я думаю, что и в основном, и, конечно, хороший как-то вот, чтобы команда вот мечтала, да, Dream Big, вот это вот у нас есть, и вот в Кусто, да, и вообще, чтобы вот были такие мечты, да, желания кому-то что-то сделать, да, обмен вот этими. Люди же, вот мы же не сильно отличаемся от наших детей, которые в школу идут, встречаться с друзьями. Мы также идем в компании встречаться с приятными, со своими друзьями, людьми, с кем тебе интересно что-то обсудить, поделиться каким-то знанием или идеей, там, да, или наоборот вместе собраться, решить какую-то тяжелую задачу, там, пройти, потом там, хорошо выпить, посидеть, да, вспомнить, то есть молодцы, мы это сделали. Ну, это такие очень важные проходы, и вот я думаю, что если это есть, то это будет всегда интересно, то есть людям будет интересно, людям интересно быть вместе. Вы когда на сцене стояли с премией, красивый, в смокинге, с бабочкой, в мыслях виднелся горизонт, где вы уже, скажем так, близитесь к пенсии, к закату бизнес-карьеры. Ну, действительно, это время идет быстро, Да, да. наверное, каждый это ощутит. Но вы каким видите Кусто Групп тогда, когда вы отойдете от активного операционного управления, когда вы отойдете от всех этих дел внутри и станете, наверное, меценатом, общественным деятелем? Ну, все равно, да, конечно, надо смотреть на будущее, да, то есть это хорошее упражнение смотреть из будущего на себя. Я практикую там, смотреть на себя через 20 лет, да, и смотреть, ты кто такой вообще там, куда идешь. Это важное упражнение. Ну, важно, чтобы они принципы не... Вот то, что в будущем ребята, кто будет Кусто продвигать или заниматься этим, главное, чтобы они не предали наших принципов. Главное, чтобы они достойные были, смелые. Кусто, я всегда говорю, смелая компания. Мы решаем сложные задачи, поэтому то есть, и мы добрые люди, да, там, мы хотим быть просто жить в атмосфере любви и добра. Поэтому, если они это не предадут, то все остальное, что они решат, это их вопрос. Там, у них будут свои задачи, свои цели, свои достижения, свои ошибки. У каждого должен быть свой мир. Вы говорили, что бизнес — это путь. И вот в том числе говорите, что смотрите на себя из мира, где 20 лет вперед сейчас. Вы удовлетворены тем, что сейчас? То есть, наверное, да. Я вот, в принципе, то есть, наверное, полное удовлетворение, да, там, как бы такое всегда есть. Что-то хотелось, там, на домбре так и научился играть. Надеюсь, научусь, да. Но в целом, конечно, я рад, что вот даже то, что произошло вчера, да, то, что это большая победа нашей команды Кусто, да, там вот такая общая победа. Я написал, что все, братья, общая победа. И все были очень рады. И, конечно, это вот приятно. То есть я считаю, что да, мы хороший путь прошли, хорошо сделали. Но я некое считаю, что это все равно такое некое все еще предисловие. То есть еще, я говорю, все наши победы впереди, и мы хотим много чего сделать, много что построить. Страна еще, к сожалению, наши страны, где мы работаем, не все находятся на высоком уровне экономического развития. Это все должны делать предприниматели. Будем работать. Чтобы это все делали предприниматели, надо сейчас, наверное, какие-то очертить новые потенциальные интересные направления. Поговорим про ниши, в которых еще есть пробелы, которые надо заполнять в бизнесе. Они определенно есть, и вот вы, если есть возможность сказать молодым бизнесменам, куда бы вы их направили? Ну, они сейчас
мне нравится, многие вот молодежь, она такая осознанная, много читает, много знает, да, там. И я вот недавно ходил в такой этот венчур, как это называется, венчур фанд или такой какой-то территория, да, IT, стартапов, вот мост, да, то есть Да. они там собираются, это, ну, молодцы, мне очень понравилось, то есть это вот, они зарождают новую индустрию, да, они early stage, да, они еще, это маленький ребенок, да, еще, но я очень был так горд и рад видеть это все, закоммитился им поддержать их, да, там и финансово, и экспертно, да, со своей стороны, потому что мне радует это, да, у нас должны быть свои вот эти, свои истории в самых разных индустриях. Конечно, у нас еще, честно говоря, ну, мы говорим, страна 200 миллионов гектар. Я всегда, когда я говорю об агро, я говорю, не забывайте, 200, Россия 200 миллионов гектар тоже, там 217. То есть мы 200 там тоже с копейками, да, то есть у России экспорт агроиндустрии в этом году там по прошлому году порядка 25 миллиардов, в этом году, наверное, они еще побьют этот рекорд, да, будет 30-35 миллиардов. То же самое экспорт с Украины 25 миллиардов долларов, агроэкспорт всех видов. У Казахстана есть возможность сделать 30, 40, 50 миллиардов только экспорта. Это реально, это в наших, вот я это вижу, это стоит, и мы этого не делаем, это очень обидно. Но, надеюсь, сделаем, да. То есть также у нас в области даже полезных ископаемых, огромная территория, там сколько в земле интересного есть. Надо развивать, да, и там и геология должна быть, и разведка, и добыча, да, то есть не надо стесняться этого, это богатство нашей страны. Его нужно дать людям, поделиться этим богатством, тем более мир растет, да, то есть поделиться как продуктами, так и вот тем, что в земле, да, лежит, и, ну, делать это правильно, экологично, с умом, да, там, не надо этого стесняться. Ну и, конечно, нам надо будет очень важно развить вот этот следующий этап переделов, да, то есть вот этот вот, у нас для этого есть масса ресурсов, сырья, да, когда надо перейти вот на следующий этап. А вокруг этого будет развиваться и IT-индустрия, и цифровизация, и там автоматизация. Там много интересного бизнеса вокруг. И вот эти вот ребята, даже вот в Мосту, вот эти, много стартапов, они стали смотреть вот B2B. Они стали приходить и решать проблемы бизнеса, то есть крупных компаний, предлагать очень интересные решения. То есть я всегда говорю, вот, говорю, молодцы, потому что наши всегда стараются в B2C пойти. И это такой непростой путь, да, то есть там с этим ты как бы конкурируешь со всем миром. А в B2B еще полно интересного, где можно сделать и где вас ждут деньги. Отсюда можете переходить и в B2C в том числе, да, то есть нету такого ограничения. Поэтому я вот вижу, что мы можем. Образование — это огромное направление, да. Там, где проблемы, там есть возможность. У нас И заработать, и развить. Конечно, здравоохранение, да, вчера были какие-то компании, вот несколько, да, которые хорошая премия, что в области здоровья, медицины, да, первый раз. У нас здравоохранение, пандемия показала, да, еще там очень много проблем. Соответственно, много бизнеса решить эти проблемы. Также в образовании много проблем, много где есть решить. Там земля запущена, значит, есть много возможностей это сделать. Ну, то есть я вижу, что в этом плане, говорю, для хороших предпринимателей море не паханое. Стоит ли среди первых задач ставить развитие экспортного потенциала, когда ты только начинаешь бизнес? Надо иметь в виду, я бы имел в виду. Потому что все равно экспорт тебя дисциплинирует, это дает валютную выручку, это дает возможность. Ты смотришь теперь глазами твоего клиента за границей, да, как он на тебя смотрит. Ты какие-то best practice начинаешь изучать, ты конкурируешь в том числе с международными, да, кем-то. Это очень хороший такой майндсет. Такого, да, и тем более Казахстан как страна, 19 миллионов, все равно внутренний рынок ограничен. Поэтому мы должны быть экспортной страной. Это вот, в принципе, плюс мы сидим между там, с этой стороны Россия, там Китай, Ближний Восток. Ну, географически очень хорошо, то есть крупные рынки вокруг нас есть. То есть там 2 миллиарда, здесь, там, ну, то есть поэтому мы должны быть экспортной страной, безусловно. И не только экспортной по сырью, здесь ничего плохого нет, но экспортной и сервиса, и идей, и конечных продуктов самых разных видов, да, и услуг в том числе. Не могу не спросить, тема сейчас на хайпе абсолютном про криптовалюты. Мы вроде бы криптодержава. Это то, куда, по крайней мере, мои сверстники сейчас там, смотрят с высоко поднятой головой. Вот там криптовалюты, майнинг. Вы как к этому относитесь? Мимо вас эта тема вряд ли прошла. Нет, прошла, я как-то не в майнинге, да, мне, честно говоря, то есть тратить электроэнергию на эти вещи что-то считаю не самым, вот это мое личное понятие, да, не самым таким, скажем, экологичным вариантом, да, перерабатывать уголь, который должен греть людей или там крутить станки, что-то делать, да, просто там. Но вот сама блокчейн-технология, основа, да, криптокарренси, это очень хорошая технология. Кстати, она может победить коррупцию, да, там, если вы сделаете блокчейн-тендеры,
Вот любая тендерная компания, которая проводит тендер, да, вот, там, Транспарентно все будет, да? да, и платит деньги через блокчейн, и потом ты видишь, куда эти деньги пошли, к каким поставщикам. Все, не будет коррупции. Там ты увидишь, если это просто прокладка, да, и потом дальше она передает деньги куда-то там уже настоящим поставщикам, это вопрос сразу сказать, а что здесь эта прокладка делает и 50% снимает сверху, да? Или это настоящие поставщики услуг, сервиса, да, там малый, средний, крупный бизнес. Тогда это нормально. То есть на самом деле вот эти технологии, они могут побеждать коррупцию самой технологии, даже без политических реформ. А вот просто введите блокчейн, введите прозрачность, там, нотариата, да, вот это все на блокчейне, если делать, то это само по себе снимает массу коррупционных рисков, базовых, финансовых рисков, да, то есть возникает прозрачность. Так что в этом плане я за блокчейн-технологии, просто скрипты я так, менее там понимаю, что там, не хочу даже вникать. Я, честно говоря, хочу жить в реальной экономике. Последний вопрос уже к вашей финальной речи, которую вы, когда вас награждали премией «Предприниматели года», говорили. Вы посвятили свою премию вашему старшему брату Ержану Татишеву. Прошло уже 18 лет, если не ошибаюсь. Ну, достаточно долго. Да, да. Уже Что 18. вот вас... 18-й год, да. Да, какие ощущения у вас были? Что бы вы хотели, может, сказать? Ну, то есть вы горды тем, что вы успешно смогли нести вашу фамилию вперед, действительно представлять семью Татишевых так, как вы делаете это сейчас. Это, ну, это большая честь для меня была, поэтому и есть, конечно. Брат был хорошей ролевой моделью. Время стало мне стать этой ролевой моделью, поэтому, да, я был очень горд за себя и за него, что это произошло, и что, ну, люди, которые уходят, они живут в тебе все равно. Каждый день, поэтому мы их не теряем. Жалко, что это мы не делаем вместе, конечно, но поэтому я очень горд. Я думаю, моя семья горда. Ну и, конечно, это вот такая ответственность следующим поколениям и нам самим в этой жизни. Как бы это и есть самое такое большое испытание, да, то есть не потерять свое лицо. Что бы вы детям передали? Вот основное, самое базовое качество в вас. Да нет, я не знаю, мне так сложно сказать. Мне хочется, чтобы они были достойными людьми, честными, смелыми, свободными, добрыми. Любили свою страну, свою семью, своих друзей. Ну, то есть были созидательными людьми, просто людьми созидания. Чтобы не просто так сжигали кислород или еду, да, а именно, чтобы они были людьми дела, занимались чем-то, неважно чем. Всем, ну, что это приносило пользу не только им, а вообще в целом обществу, миру, там, другим людям. У нас в гостях сегодня был Еркын Татишев, победитель номинации «Предприниматель года» по версии Ernst & Young, ну и наш друг нашего издания Forbes Казахстан. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, рады вас видеть. Всего доброго, до свидания. До свидания.